Добрый день, дорогие мои друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Каревы. Жизнь на Кипре». Кто не знает, меня зовут Юля, и я живу на Северном Кипре со своей семьей, с мужем и с двумя детьми уже 3 года. И канал мы свой ведем уже 2 года. Многие нас потеряли, у нас был такой, скажем так, отпуск, перерыв творческий. Мы путешествовали, мы занимались своими бытовыми делами, и поэтому вести канал у нас не было времени. Но сейчас, отгуляв новогодние праздники, у меня вдохновение, и мне хочется с вами делиться и новостями Северного Кипра, и нашей жизнью. Кстати, я хочу всех поздравить с Новым годом и пожелать, чтобы в этом году все ваши мечты сбылись. И всего наилучшего вам и вашим семьям. И отдельная благодарность всем тем, кто нам пишет и звонит, спрашивает, интересуется, что у нас случилось. У нас все хорошо, мы продолжаем жить на Северном Кипре. Наши дети продолжают учиться в школе, ходить в детский садик. У моего мужа новый проект. Раньше он монтировал видео, снимал. Сейчас он ушел в свой проект. Он новый, но он на старом своем фундаменте. И он ушел в спортивную отрасль и в ней развивается. Я желаю ему удачи. Ну, а я с вами и также хочу продолжать вас радовать нашими видео, нашими интересными приключениями на Северном Кипре. Месяц назад мы улетали на 2 недели в Евротур. Кстати, на территории Северного Кипра через немецкое посольство мы все-таки сделали шенген-визу на всю семью. Мой муж, кстати, можете посмотреть предыдущие видео, рассказывал, как это делается. Мы летали в Германию, в Австрию, в Чехию. Первый влет у нас был в Германию и вылет также из Германии. Мы посетили такие города, как Берлин, Дрезден, Вену, Прагу и Мюнхен. И что я вам могу сказать? Европа, конечно же, прекрасная, она великолепная, но в ней также есть, как и в любой точке мира, как и на Северном Кипре, и плюсы, и минусы. И я начну вам свой рассказ, конечно же, с минусов. Конечно же, очень большим минусом является это финансы. В Европе все очень дорого. Я не хотела акцентировать внимание на это, но без этого никуда. Поэтому в этом видео я также вам расскажу, что меня удивило. Походы в рестораны безумно дорогие. Если вы хотите покушать с семьей из 4 человек, без алкоголя, минимально покушать там суп, салат или одно горячее каждому, то приготовьте не меньше 100 евро. Я говорю не про пиццерию и Макдональдс, я говорю более-менее не про мишленовские рестораны, а про обычного уровня, нормальный семейный такой кафе-ресторан. Далее, меня удивило то, что если я приехала на заправку заправляться, и мои дети, я захотела в туалет, при том, что я заправилась на этой заправке, я должна заплатить по 1 евро с каждому за этот туалет, то есть 4 евро за туалет. Дальше, пришли в торговый центр, в торговом центре такая же история, туалеты платные, поэтому я посчитала, что 20-30 евро можно смело, если большая семья, в день это приготовить на походы в туалет, при том, что даже в ресторанах, вот в Вене в ресторане, ну в центре, да, рестораны, которые находятся в центре, также везде платные туалеты. Вы сидите в ресторане, кушаете, туалет, пожалуйста, заплати. Я была очень тому удивлена, и я не почувствовала какой-то свободы. Если вы заказываете блюдо, супчик, например, какой-то, то хлебушек к нему уже за отдельную денежку. Если вы заказываете воду, которую нам здесь на Кипре приносят бесплатно, мизе, вода, салат, то там вы должны заплатить. Мизерные эти порции, нормальные приличные цены, и я почувствовала, что я всем должна вот заплатить. Это при том, что я еще там не живу. И я даже удивлялась, почему же к нам приезжает такое количество на Северный Кипр европейцев, там скупают недвижимость, они здесь все так чувствуют комфортно. Хотя я же думала, что же здесь цены тоже растут, и я никуда не ездила, я думала, что, ну, это только на Кипре растут. И почему они так кайфуют здесь? И сейчас я поняла, когда, естественно, согласна, что там уровень дохода у людей больше, но когда ты в один карман положил много и много выложил, то где баланс? Поэтому я скажу, что мне это очень не понравилось. Я не буду вдаваться в подробности, рассказывать про дороговизну жизни в Европе. Давайте я вам расскажу лучше другие минусы.
Большим минусом для меня является то, что мне показалось, точнее мне не показалось, это действительно так, большое количество мигрантов. В Берлине шло много людей, и я выделила 90% из них людей не немцев и не европейской внешностью. Очень много азиатов, очень много индийцев, пакистанцев. Я не разбираюсь в расах, в национальностях, но цвет кожи у них был не такой, как у нас, например. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что меня это очень удивило. И 4 года назад, когда я была в Берлине, такого не было. И такое количество мигрантов, такое количество, их много, я не видела нигде, как в Германии. Вот в Германии очень много мигрантов. Третьим важным минусом для меня показалось то, что вот в Германии, кстати, в Австрии меньше, но вот в Чехии неухоженность. Видимо, нет такого финансирования, не справляются службы с тем, чтобы, например, закрасить граффити на домах, такие красивые вообще строения, такая архитектура, и на них граффити, везде наклейки, объявления. Вот идешь, вот столб, и на столбу, на светофоре, просто на столбу железном очень много-много вот наклеечек. Такое было у нас лет 10 назад, уже такого нет ни в Беларуси, ни в Москве. Очень много бычков, люди без места жительства спят, потом уходят, оставляют после себя вот все, вот это все, что они оставили, какие-то вещи, какие-то стаканчики. Мы утром идем в центре Берлина, хотим сходить кофе с круассанами, красиво, да, попить в центре города, позавтракать. И такая картина. И она не то, что один где-то раз встречается, она везде. И в центре. Это все в центре. Мне это не понравилось. Очень много мусора, очень много грязи. Я даже снимала на видео себе в Инстаграм. Вот стоит, вот там столбы стоят, они не покрашены, обдерты. И я так придираюсь к Кипру, что вот на Кипре какие-то изъяны, тротуар где-то прям не идеально, уже изношен, где-то плиточка отошла, и тут что-то, где-то какой-то соринка, какая-то бычок или салфеточка лежит, ее не убрали, бутылки. То я скажу, что этого добра, этого грязи и мусора достаточно сейчас в Европе. И в таких крупных городах, в столицах, в центре города, сплошь и рядом. Я тут это заметила. Вот у нас вышло солнышко, и мне захотелось с вами подойти к морю. Кстати, кто соскучился по морю, пожалуйста, любуйтесь. Сегодня 18 января, температура воздуха у нас 18 градусов. Вообще средняя температура воздуха в январе 18-20 градусов в этом году. Не знаем, как будет в феврале, как дальше, но январь потрясающий. Люди ходят в шортах, в шлепанцах, некоторые в майках. То есть все в зависимости от того, когда он приехал. Мне уже здесь становится прохладно, потому что я уже киприотилась. И также я хочу поздравить всех с крещением, пожелать вам здоровья, добра и мирного неба над головой. И вернемся к плюсам Европы. Конечно, Европа очень красивая, и самым главным плюсом является вот эта вся красота, архитектура, история, цивилизация. Мне очень понравилась Вена, я хочу отметить, она такая буржуазная, она шикарная. В центре ездят лошади с каретами, такие замки. В общем, мне очень понравилось. Я очень люблю Прагу. Мне очень нравится и Берлин. Очень хочу также отметить Мюнхен. Шикарный город. Он очень классно его посещать на Октоберфест. Это Бавария, пиво, колбаски баварские. В общем, мы насладились, поели и брецелей, и тридельников, напились глинтвейна, пива и с лишними килограммами прилетели на Северный Кипр. И вы знаете, я поняла, что я очень по нему соскучилась. Вы знаете, я поняла, что я теплолюбивое растение, да, скажем так. Для меня очень важно тепло. И за 2 недели в Европе мы ни разу не увидели солнце. И мои очки лежали в сумочке 2 недели, ждали своего звездного часа, когда мы прилетим на Кипр. Настроение, конечно, другое, без солнца. Нам повезло с погодой, но все равно были дожди, слякоть, температура воздуха в Европе была плюс 6-8. И когда мы оказались плюс 18-20 уже в аэропорту, совершенно другой запах, совершенно другой воздух, солнышко. Мы знаем, какие гормоны отвечают за счастье. Я сразу наполнилась серотонином, окситоцином и совершенно другое настроение.
На Кипре очень свободно все доступно, очень спокойно. И здесь такое настроение, когда, знаешь, не хочется ругаться, не хочется быть в толпе, хочется побыть одному. Ну, когда захочется, ты можешь пообщаться со своими друзьями, ты можешь сходить в какие-то увеселительные заведения, в общество. Но здесь есть выбор. Вы можете здесь просто вот один гулять по пляжу. В Европе побыть одному где-то, маловероятно. Это какие-то совершенно уединенные места, надо куда-то выезжать за город, а здесь там 5 минут, и ты один, и ты на дзене, релаксируешь. У тебя сразу замедляется пульс, сердцебиение, гормональная система восстанавливается, нервная система. А потом после прогулочки вы идете в тренажерный зал, а потом идете в хамам, а вечером идете в ресторан и кушаете вкусную, полезную пищу. И понимаете, что да, вот это и есть счастье в кругу своих близких и любимых людей. Поэтому я влюбилась в Кипр повторно. Для того, чтобы его больше полюбить, нужно уехать, улететь, побыть в другом месте, и потом, когда вы вернетесь, вы поймете, что это место уникальное, что оно родное, оно такое понятное, но, конечно же, и не без минусов на Кипре. Сейчас Кипр стал не такой доступный, как раньше. Сейчас возникли вопросы с ВНЖ, и многие люди вынуждены покинуть этот прекрасный остров. Проблемы с ВНЖ в основном возникли у людей, которые снимали, арендовали недвижимость и подавались по высокому доходу. Сейчас увеличились и суммы, на человека около 30 тысяч нужно показать. А если у вас в собственности недвижимость, то эта сумма, конечно же, в 3 раза меньше. Но также люди, которые купили недвижимость в собственности, если они на счету какое-то время не показывают движение денежных средств от даты подачи заявления до приглашения на рандеву, то у этих людей также возникают проблемы. Какой вывод мы можем сделать? Что Кипр развивается, он становится уже менее доступным, он становится более дорогим. Южный Кипр вообще малодоступный, там определенная сумма должна быть на счету и замороженная, и доход в месяц должен приходить не менее определенной суммы, очень большой, и недвижимость там дорогая. Конечно, сейчас все страны, и мы знаем, в Турции проблемы с ВНЖ, и сейчас вот все страны, конечно же, они затягивают пояса, и людям становится все сложнее и сложнее быть там, где они хотят. Кстати, хочу сказать вам, что я видела сторис сегодня утром. Одной девушке отказали в ВНЖ, она улетела, она должна в течение 5 дней покинуть остров, но она потом прилетела через 5 дней, через неделю. Когда она прилетела, я видела, как она была довольная. Она вообще из Москвы, она, можно сказать, целовала землю. Она так любит Кипр, и таких людей очень много. Поэтому если у вас есть возможность здесь находиться, вы подходите под вот их стандарты, то вы сможете здесь жить. Если нет, то, к сожалению, нет. На Северном Кипре развивается зимний туризм. Поэтому у кого есть время и желание, вы можете прилететь на Северный Кипр на месяц, отдохнуть, погулять, оздоровиться. Будете осуществлять променады вдоль моря, ходить в тренажерные залы, в спа, в хамамы. Апартаменты сейчас стоят студии от 35 евро и выше на любой вкус и цвет. Поэтому прилетайте, а у кого есть недвижимость, то тоже находите время и прилетайте к себе в такую прекрасную дачу. Сейчас прекрасная погода, я повторюсь, и атмосфера, которой, наверное, не хватает людям, которые живут в умеренном климате, в средних широтах, которые солнца уже не видели сколько, наверное, уже месяца 3. Друзья, подписывайтесь на мой канал и поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось мое видео. Я постараюсь для вас снимать больше контента, больше полезной информации в разных сферах. До новых встреч! Встречаемся на Кипре!